Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Они были такими сонными, но Чангук, услышав о просьбе Тэхёна, тут же начинает делать целебный массаж отточенными движениями рук, словно все изгибы этой шеи прочно осели в его мышечной памяти, словно это привычная для него рутина. Их софтовый диалог мягкими голосами, нежные, комфортные, домашние. Девятое место. А для всех остальных он неприкасаемый. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук – шестой Вуга, и это подтвердилось, когда он надел одинаковое кольцо Коко Шанель с другими Вуга. Хейтеры отрицают это и плачут, но реальность от этого не меняется. Седьмое место. Чангук всегда восхищается красотой своего парня, и в этот раз, не заметив камеру, он подошел сказать какой-то Тэхёну красивый: «Ты очень красивый». Шестое место. Поведение пары. Чангук и Тэхён на сцене и вне. Так мало места. Начинаем день с нашей рубрики «Найдите парочку». Когда Чангук и Тэхён рядом, они словно излучают свет, который невозможно не заметить. Каждое фото, где они вместе, сразу подсказывает, кто здесь пара, настолько естественно и гармонично они смотрятся вместе. Пятое место. Будь тем, чьи глаза могут показать тебе, как сильно он тебя любит, без единого слова.
4 место. Забота. Тэхён всегда думает о Тэхёне. Третье место. Новости. Обложки W Korea с Тэхёном остаются бестселлерами номер один на G-Market Global уже третий день подряд. Кроме того, обложки W Korea с Тэхёном занимают 8 позиций в списке бестселлеров. Это наглядное подтверждение невероятного влияния Тэхёна на моду и поддержку поклонников по всему миру. Светом от его улыбки можно озарить планету. Проект ко дню рождения Чангука от индонезийской Чангука. 28 кораллов для 28 золотых лет. Подарок Чангуку и океану. Для Чангука, чья любовь растет, как волны, и пускает глубокие корни, как кораллы. 28 кораллов для золотых лет. Подарок для Чангука и океана. В честь 28-летия Чангука мы высаживаем 28 кораллов в прекрасном море Кариманджава, Индонезия. Каждый коралл будет назван Чангуком. Это наследие любви, роста и гармонии с природой. Подобно тому, как он вдохновляет и исцеляет миллионы людей, мы надеемся, что эти кораллы вдохнут новую жизнь в океан, восстанавливая баланс и красоту нашей планеты. С помощью этих 28 живых рифов мы надеемся защитить морские экосистемы и повысить осведомленность о важности сохранения океана. Все это во имя Чангука. Очень нужный и важный проект. Ценный подарок миру с любовью к Чангуку. Это так горячо. Корейские СМИ сообщили, что альбом Чангука «Golden» засиял непревзойденным присутствием, заняв первое место в чарте Хэнтиоу в категории «Самые продаваемые альбомы сольных артистов за всю историю». Чангук – единственный сольный исполнитель, вошедший в топ-20 этого исторического рейтинга Хэнтиоу, обогнав множество групп. Его первый сольный альбом «Golden», выпущенный в ноябре 2023 года, занял 15 место в общем списке самых продаваемых альбомов за всю историю Хэнтиоу. Это высший результат среди сольных артистов. Кроме того, Golden стал самым продаваемым кей-поп-альбомом в США, крупнейшем музыкальном рынке мира, 2 года подряд, в 2023 и 2024. С альбомом Golden Чангук доказал, что способен покорять мировые чарты в одиночку, объединяя разные жанры и культуры. Глобальная поп-суперзвезда Чангук. Тэхён, если ты сделаешь, то Чангук тоже сделает.
Compose Coffee в Твиттере репостнули пост от армии, которая призналась, что растерялась от красоты Тэхёна и шуточно пожаловалась: «Ребята, два красавца одновременно пригласили меня встретиться в Compose Coffee, к кому же пойти?» На что Compose Coffee с юмором ответили: «Идите к обоим». Очень креативно они это обыграли, с юмором, по-доброму и в духе самого Тэхёна. На него всегда так интересно смотреть. Тэхён в Твиттере поделился фото с Пак Сэджуном, сделанным 8 лет назад. Они ходили вместе на фильм, где снимался Саджун. Первый хэштег относится к новому фильму с Пак Сэджуном «Юные копы». Тэхён посетил VIP-показ, и похоже, что он снова смотрел фильм, чтобы поддержать своего друга. Второй хэштег в заголовке. Это линия Го Дон Мана из недавней дорамы «Прорвемся», которая была еще одним проектом Сэджуна, который также очень понравился Тэхён. Дружба, проверенная временем, и воспоминания, которые согревают сердце. Тэхён на этом эфире. Журнал Шур Корея поделились новым постом с Тэхёном и его компанией для Compose Coffee, а также опубликовали сторис с ним. Ви возвращается в стиле, Ким Тэхён завораживает с Compose Coffee. После демобилизации Ким Тэхён, всемирно известный как Тэхён, снова в центре внимания, демонстрируя ту спокойную харизму и обаяние, которые присущи только ему. Его новая кампания с Compose Coffee – это не просто возвращение, а настоящее заявление. Ви снова здесь и легко возвращает свое место в мировой культуре. В новом рекламном ролике Тэхён излучает удивительное сочетание мягкости и утонченности, полностью передавая дух бренда своей фирменной элегантностью. Каждый кадр словно шепот, тонкий, стильный и наполненный атмосферой. Будь то взгляд в камеру или просто чашка кофе в руках, визуальное впечатление остается сильным и долговечным. Compose Coffee всегда балансировал между комфортом и стилем, и с Ви эта гармония показана во всей красоте. Его расслабленная харизма приносит тихую уверенность, которая поднимает каждое фото на новый уровень. Мы собрали всю серию визуальных материалов компании. Пролистывайте, чтобы насладиться каждой деталью. Приготовьтесь быть очарованными. Флиртующий Чангук. Тэхён в аудио к видео о съемках для W Korea. Всем привет, я Тэхён. Я только что закончил съемку для W Korea, и это было действительно весело. Я очень благодарен за возможность примерить образы из весенней коллекции Celine 2026, которые я видел вчера. Также хочу особенно поблагодарить Майкла Райдера за контент W Korea, который мы снимали сегодня. Думаю, вам стоит ждать выхода материала. Я вернусь в еще более лучшей версии себя. Спасибо.
На случай, если вы не видели чью-то широкую спину сегодня. Производство альбома BTS в США, по сообщениям, приостановлено на фоне возвращения Бан Ши Хёка в Южную Корею и обыска HYBE. 12 августа 2025 года новостной портал сообщил, что производство предстоящего альбома BTS в Соединенных Штатах было приостановлено после того, как председатель HYBE Бан Ши Хёк вернулся в Сеул для участия в полицейском расследовании. Согласно МАФ, Ши Хёк прибыл в международный аэропорт Инчхон днем 11 августа. Сообщается, что он сократил свое пребывание в США, где курировал подготовку альбома BTS. Внезапная приостановка связана с нарастающими юридическими проблемами руководителя. Полиция расследует обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, связанными с первичным публичным размещением HYBE в 2020 году. В отчете говорится, что следователи проверяют, вводил ли Бан Ши Хёк инвесторов, включая венчурные компании, в заблуждение, заставляя думать, что ПО будет отложено. Это якобы побудило их продать акции специальной компании, связанной с руководством HYBE. Регуляторы утверждают, что эта компания продала акции после ПО, а Бан Ши Хёк якобы получил 30% прибыли, что составляет около 190 миллиардов вон, 137 миллионов долларов США. HYBE подтвердили, что планируют полностью сотрудничать с властями. По информации Music Business Worldwide, новость появилась после утечки электронной почты, впервые полученной из The Korea Herald. В письме председатель HYBE сообщил сотрудникам, что вернется в Корею, чтобы лично разобраться с ситуацией, и что его длительное отсутствие могло вызвать путаницу и разочарование внутри компании. BTS, которые с июля работают в Лос-Анджелесе над камбэком 2026 года, теперь, по сообщениям, приостановили производство альбома до дальнейших указаний. Тем временем BTS с июля находится в Лос-Анджелесе на интенсивном кампинге по написанию песен. Все 7 участников тесно работают с международными продюсерами над альбомом, запланированным на весну 2026 года. Согласно видео, которыми делились участники, они разрабатывают концепцию альбома, записывают треки и участвуют в физических тренировках, некоторые даже посещают местные спортзалы. Просто хочу вам сказать, что у Тэхёна неограниченный доступ к этим сладостям. Любовь Чангука и Тэхёна к Hello Kitty. Это привычка Чангука. У Тэхёна, однако, очень твердая подушка.
Сонный Чангук. Признайтесь, что обожаете, когда Тэхён просто. Солнечный день, не так ли? Рисовать звезды на шрамах. Что такое любовь? Посмотрите в глаза Чангука, когда он смотрит на Тэхёна. Одна из теорий, связанная с Dream. Dream как следующий альбом BTS и Hero в качестве заглавного трека. Когда вы оглядываетесь на подсказки с 2018 по 2020 годы, это выглядит очень линейно и одновременно показывает стиль BTS, намекать на свои следующие эпохи. На Мама 2018 в видеороликах BTS намекнули на Boy With Love как следующий камбэк, а Map of the Soul, Mats, как следующую серию, завершающую эру Love Yourself, Lie. В эпоху Boy With Love на церемониях награждения они намекнули на On как на следующий камбэк. Он в свою очередь намекал на Dream. Он завершал серию Mats, так что ожидалось, что он будет предвещать новую серию. Но более важно то, что он стал последней запланированной эрой перед началом службы участников в армии. До пандемии COVID они планировали тур Mats, выпуск Proof и затем паузу для службы. Если Dream была намеком на следующую серию, то это определенно символизировало новое начало после окончания службы. И вот что интересно, BTS выбрали 3 первых альбома в качестве референсов для последних 3 камбэков перед армией: No More Dream, No и Boy In Love. Но порядок был обратным: Boy In Love и Boy With Love. No и On. No More Dream и Dream. Это напоминает обратный отсчет, который ведет к дебюту. No More Dream – начало. Dream – новое начало после разделения группы из-за службы. И сейчас сольные проекты участников начинают выходить с отсылками к мечте в названии рейв, французское слово «мечта», в фотобуке Тэхёна, новая мечта в музыке Хосока. Планирование и искусство BTS просто не имеют аналогов. Они всегда умудрялись оставлять подсказки прямо у нас под носом.
Ревность и собственничество Чангука просто на другом уровне. Углубившаяся преданность фанатов и товарищество Тэхёна после демобилизации. Повседневная жизнь и товарищество Тэхиоа после демобилизации снова передают новые эмоции. Недавно в фан-сообществах и официальных НС появились фото, где Ви неожиданно посетил подразделение ДЭТ-армии, чтобы лично поздравить младших сослуживцев с демобилизацией, и связь с военными товарищами, которая продолжается даже после демобилизации, стала темой обсуждения. Тэхён посетил подразделение ДЭТ, где проходил службу всего через 40 дней после демобилизации 28 июля. Он присоединился к церемонии демобилизации младших сослуживцев, сделал групповое фото с около 50 военнослужащими и передал теплое сообщение, демонстрирующее товарищество. Младшие сослуживцы, присутствовавшие на месте, вспоминали моменты, когда Ви, несмотря на травму, занимал первое место в различных тренировках и получал награду за образцовую службу в военной полиции, и единогласно говорили: «Это мотивировало нас». В короткой записке Ви: «Мы хорошо провели вместе время», чувствуется отношение, которое превращает тяжелые моменты военной жизни в позитив и романтику. Кроме того, Тэхён, несмотря на пребывание в США, вернулся в страну ради младших сослуживцев, показав активную сторону. Даже после демобилизации он постоянно поддерживает связь с младшими, старшими и ровесниками, и его отношение, ценящее энергию и уроки военной жизни, оставляет глубокое впечатление на фанатов. Во время службы Ви был известен своей заботой, такой как пожертвование спортивного оборудования или покупка вкусной еды во время выходов. Члены подразделения ДЭТ вспоминают Тэхёна как брата, который решает проблемы, и выражают тоску, подчеркивая настоящую человеческую привлекательность границ звезды и солдата. Недавние новости о Тэхёне также связаны с активностью глобального фандома. Когда Ви был номинирован в категории «Лучший соло» на МК Awards, фанаты устроили финальный штурм в голосовании, и сила Ви и сплоченность его фандома снова привлекли внимание индустрии. Звездность и человеческая привлекательность Ви, которые продолжаются да и после военной службы, остаются положительным примером не только для глобального музыкального рынка, но и для молодых людей, живущих в наше время. Ожидается, что позитивное влияние, которое создает Тэхён, продолжая общаться с военными товарищами и делиться близкой повседневной жизнью с фанатами, даже в плотном графике пребывания в США и подготовки альбома, будет долго вдохновлять публику. Второе место. Это так интимно. Вы не понимаете, что со мной делает этот момент? В их взглядах друг на друга любовь всего мира. Первое место. Как угодно извернуться, но увидеть каждое движение парня.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.